Афганистан. Ну, его часто называют кладбищем империй. Но знаете, история его становления, она куда сложнее. Это ведь не просто место, где великие державы раз за разом терпели крах. Нет, это место, где в самом огне их соперничества родилось нечто абсолютно новое. Так давайте разбираться. Как же так вышло? Как земли, которые были, по сути, полем битвы для трех гигантских империй, смогли в итоге породить свое собственное независимое государство? Что должно было произойти? И вот тут ключевая мысль всего нашего разбора. Вопреки такому, знаете, расхожему мнению, афганские земли вовсе не были какой-то забытой периферией, совсем наоборот. Это было пограничное ядро, жизненно важный узел, где сталкивались интересы трех миров. И вот в этом-то кипящем котле местные племена и научились играть по-крупному. Итак, отправляемся в 16-17 века. Представьте себе эту арену. Здесь за контроль сражались три настоящих титана. С одной стороны империя великих моголов из Индии, с другой — Сафавидская империя из Персии, из севера — узбекские ханства. И что важно понимать? У каждого из этих гигантов были свои совершенно разные интересы. Моголам, сидевшим в Дели, кровь из носа нужен был контроль над путями в Индию, сефевидам из Исфахана обезопасить свои иранские границы. Ну а узбекским ханам из Бухары доминировать в торговле к северу от Гиндукуша. То есть у каждого была своя, очень конкретная ставка в этой большой игре. И вся эта грандиозная борьба, по сути, сводилась к двум стратегическим точкам. Кабул — это, можно сказать, ворота в Индию, ключ к контролю над всеми горными перевалами. А Кандагар — это уже экономический центр, узел, который держал в руках все караванные пути между Ираном и Индией. Проще говоря, кто контролировал эти два города, тот, по сути, и диктовал правила в регионе. И это было не просто соперничество, это было настоящее, непрекращающееся перетягивание каната. Города, крепости, все постоянно переходило из рук в руки. Это была зона, такой хронической нестабильности, постоянных конфликтов. Есть одна просто гениальная метафора, которая объясняет, чем был Кабул для моголов. Еще до того, как они намертво закрепились в Дели, они использовали Кабул как генеральную репетицию. Здесь они оттачивали все. Военную логистику в горах, управление пестрым населением, сбор налогов. Это был их испытательный полигон. А вот битва за Кандагар была еще жестче. Просто посмотрите на хронологию. В 38-м моголы его захватывают, не проходит и 10 лет, в 49-м сафавиды отбивают город, и сразу после этого моголы бросают все силы. 3 огромные масштабные осады, и все 3 проваливаются. Это же просто невероятно. Сразу видно, какой ценностью был этот город и какую цену приходилось платить за контроль. 3 неудачные осады. Это ведь не просто цифра, это символ. Символ того, что даже у самой могущественной империи есть предел. Даже великие моголы со всеми их несметными ресурсами не смогли взять эту крепость силой. Это о многом говорит. Так в чем же дело? Почему ни один из этих гигантов так и не смог остановить здесь полный долгосрочный контроль? И дело было не только в силе противников, нет. Против них играла сама география. Представьте себе, неприступные горы Гиндукуша, линии снабжения, растянутые на сотни и сотни километров. Любая военная кампания превращалась в логистический ад. Отличный пример — поход моголов на Балх в 1646-47 годах. Да, они добились какого-то временного успеха, но удержать эту территорию так далеко от своего центра — это было просто нереально. И вот в этот вакуум власти, где силы империи явно пробуксовывали, на сцену выходит совершенно новый игрок — местные племена. И сейчас мы увидим, как из обычных пешек они превратились в фигуры, которые решают исход партии. Смотрите, империям отчаянно нужны были союзники на местах. Нужны были люди, которые знают эти горы и эти тропы. Так и возникла система пограничных союзников. Работало это просто. Пуштунские племена давали империи солдат и лояльность, а взамен получали, во-первых, почти полную автономию, а во-вторых, что очень важно, деньги, субсидии. По факту это были уже не подданные, а скорее деловые партнеры. И вот тут-то и начался их хитрый гамбит. Местные вожди оказались невероятно искусными политиками. Они научились стравливать империи друг с другом, играли на противоречиях между моголами, сефевидами и узбеками, постоянно торговались за лучшие условия, меняли союзников и потихоньку, шаг за шагом, накапливали собственную силу и реальное влияние.
И кульминацией всего этого процесса стало восстание Мирвайса-Хатака. В 1709 году он просто почувствовал, что власть сефевидов в Кандагаре ослабла. Он поднял восстание и сделал то, что казалось немыслимым. Основал собственную династию, династию Хатаков. Это был поворотный момент, абсолютный перелом. Впервые местный лидер заявил о себе не как какой-то временный партнер, а как полноценная, самостоятельная сила имперского масштаба. И вот что интересно, весь этот период бесконечных войн и хитрых политических маневров, он не просто породил хаос. Нет, в этом огне выковалась совершенно новая и, как оказалось, очень устойчивая политическая структура для всего региона. Так как же она выглядела, эта новая структура? Смотрите, на самом верху далекие имперские столицы – Делию или Исфахан, чья власть была, по большей части, номинальной. Ступенькой ниже – сильные местные правители, ханы, у которых была реальная автономия. А в самом основании, в фундаменте – племенные конфедерации. Именно они были главным источником военной мощи. То есть вся реальная власть была сосредоточена внизу. И вот он, главный вывод. Это вот трехуровневая система, это был не какой-то временный беспорядок. Это и стал тот самый фундамент, на котором чуть позже Ахмад-Шах Дурани построит первое современное афганское государство. То есть государство родилось не вопреки борьбе империй, а, по сути, благодаря ей. Эта модель, вот это вечное напряжение между централизованными амбициями и очень сильной, яростной властью на местах, она ведь была создана столетия назад. Но разве ее отголоски не слышны в истории региона и сегодня? Это вопрос, над которым, я думаю, стоит задуматься.